Здравствуйте, ребята! Вы же прочитали название, вы уже знаете, про что будет это видео. Недавно вышло Silent Hill 2 Remake, и я решил сделать обзор на первую, вторую и третью часть Silent Hill. Ну давайте начнем. Игра была выпущена на Sony PlayStation в Северной Америке 31 января 1999 года, 4 марта 1999 года в Японии и 1 августа 1999 года в Европе. Через несколько лет она была перевыпущена в PlayStation Store для PlayStation Portable и PlayStation 3. 10 сентября 2009 года в США, 26 октября 2011 года в Европе. Игра никогда официально не выходила на PlayStation Vita, PlayStation 4 и ПК. Однако в нее можно поиграть, используя эмуляторы. Silent Hill оказала огромное влияние и стала наследием жанра survival horror. С момента своего выхода демонстрируя, на что могут быть способны хоррор-игры. Игра переросла в франшизу, которая породила еще 7 основных частей, комиксы, 2 фильма, новеллы и многое другое. Игра также оказала большое влияние на хоррор и сюжетные видеоигры в целом, показав, что игровые истории могут быть наделены эмоциональностью, глубиной, сложностью и смыслом. Silent Hill – тихий, американский город-курорт в штате Мэн, известный своей спокойной атмосферой. Однако воспоминания о трагедии, где погибла девочка по имени Алесса Гиллепси, Гарри Мейсон, одинокий писатель, воспитывающий приемную дочь Шерил, жена которого умерла 4 года назад, все еще переживает утрату. Шерил просит его отправиться на отпуск в курортный город Silent Hill, чтобы хоть как-то отвлечься, и Гарри соглашается. Из-за проблем в пути Гарри и Шерил прибывают на окраину Silent Hill ночью, следуя по извилистой дороге на склоне горы. Подъезжая к городу, Гарри видит девочку, внезапно появившуюся на дороге. Гарри резко сворачивает машину в сторону, чтобы избежать столкновения, и теряет сознание. В результате автомобильной аварии Гарри приходит в сознание и понимает, что Шерил пропала, после чего отправляется в густой туман на поиски. Небо неожиданно стало темным. Вдалеке звучит сирена. Гарри заходит за переулок и встречает монстра. Потом детишки убили его. Он просыпается в заброшенной закусочной. Он бродит, гуляет, стреляет. И опа, он находит Шерил. В каноничной хорошей концовке появляется Кауфман и бросает в бога бутыль с аглаофотисом, изгоняя инкуба и инкубатора. В неканоничной плохой концовке Кауфман не появляется, и Гарри приходится противостоять инкубатору. Обе формы мгновенно убивают Далию, прежде чем обратить свое внимание на Гарри, который в итоге одерживает победу. Цель игрока вести Гарри Мейсона через опустевший Silent Hill в поисках Шерил. Геймплей состоит из боя, исследования местности в поисках нужных предметов и решения головоломок. В качестве индикатора пульса Гарри используется вибрация контроллера. Она активируется при низком уровне здоровья. Игрок должен регулярно открывать меню инвентаря, чтобы проверить здоровье Гарри, используя предметы и экипировать различные оружия. Версия игры Silent Hill 2 Restless Dreams была переиздана на PlayStation 2 с добавлением новых особенностей, а также была портирована на Xbox и ПК. В Японии она получила название Silent Hill 2 Sayaga Nouta, в Европе Silent Hill 2 Inner Fears для Xbox, Silent Hill 2 Director's Cut для ПК и PS2. Особенности издания включали в себя дополнительную концовку с НЛО, новый сценарий под названием Born from a Fish, улучшенную графику и освещение, и эксклюзивно для ПК-версию. Возможность сохранять где угодно, переключать оружие без входа в меню, а также видеогалерею. Позже игра была переиздана в более высокое разрешение с опциональной новой озвучкой вместе с Silent Hill 3, как Silent Hill HD Collection на Xbox 360 и PlayStation 3. В 2021 году игра была переиздана фанатами в Silent Hill 2 Enchanted Edition. Там присутствует озвучка оригинальная и новая озвучка из HD Collection.
Сюжет по своей первой части только главный герой Джеймс. Он получает письмо от Мэри, хотя она умерла. На записке написано 50 раз особое место. Даже главный герой всю дорогу будет думать, что это за особое место. Идите сами читайте сюжет. Весь здесь будет снова ходилка-продилка по туманном городе Сайлент Хилл. Да, в этой части появляется новый злодей, уже запомнившись публике. Мужик с пирамидой на башке и какая-то баба-медик. И пока я это говорил, Джеймс дошел до конца. В отеле Джеймс обнаружил живую и привязанную Марию, окруженную двумя пирамидоголовыми, и убивает в третий раз. И Джеймс наконец понимает истинную природу пирамидоголовых. Это часть самого Джеймса, сознательно созданная, чтобы наказать его за его грехи. Не желая больше убегать, Джеймс вступает в бой с пирамидоголовыми. И поскольку теперь он ищет мести, а не наказания, пирамидоголовые теряют свое назначение и сознательно протыкают себя своим копьем. В конечном итоге Джеймс идет по коридору, в котором звучит его диалог с Мэри, когда она была еще жива. В этом разговоре Джеймс предлагает Мэри цветы, которые он принес для нее. Она сразу же отвергает их и срывается на нем, говоря, что она слишком отвратительна и уродлива, чтобы получать цветы. Вскоре после этого ее настроение резко меняется, и она просит Джеймса простить ее, умоляет его остаться с ней и заверить ее, что она не умрет. Воспоминания заканчиваются, и Джеймс выходит к большому металлическому комплексу с длинной лестницей. На крыше он встречает женщину, напоминающую Мэри, которая трансформируется в финального босса. Результат этого столкновения зависит от концовки игры. Геймплей такой же, как и в первой части. Silent Hill 3. Третья игра жанра Survival Horror, серия Silent Hill. Также это вторая игра, вышедшая на PlayStation 2 и ПК. И в отличие от Silent Hill 2 и Silent Hill 4 The Room, позднее не была перемещена на обычный Xbox. Игра была разработана Team Silent и выпущена Konami. С выпуском Silent Hill HD Collection игра стала доступна на Xbox 360 и PlayStation 3. Игра является прямым продолжением первой части игры. В 2019 году была выпущена экранизация игры, также являющаяся продолжением фильма Silent Hill под названием Silent Hill Revelation. Теперь сюжет крутится вокруг женщины. Дочь Гарри, Хизер, находясь в торговом центре Central Square, Хизер засыпает в закусочной, и ей снится таинственный город Silent Hill. Во сне она бродит по заброшенному парку аттракционов, где в итоге умирает. Умирать это у них семейное. Очнувшись от кошмара, она звонит отцу и сообщает, что собирается домой. Уже отходя от телефонной будки, Хизер замечает некого Дугласа Картланда, который представляется как детектив. Чувствуя недоверие к мужчине, а также не заметив его настойчивость, девушка прячется в туалете. Она решает выйти через окно туалета, но выход оказывается заблокирован с двумя сторон, вынуждая Хизер искать другой путь через торговый центр. Теперь внутри торгового центра пусто, и появляются странные монстры. Появляется дура без обуви, также босая Клаудия Вульф. Спустя ни много ни мало времени она находит тело своего отца. Собирать это у них семейное. Сюжет в этой части довольно маленький, в отличие от первой и второй. Блин, снова когда я это говорю, она дошла до конца. Печать Метатрона оказывается бесполезной. Героиня открывает кулон, который ей передал Гарри, и съедает небольшую таблетку Аглаофотиса, хранившуюся в нем. Хизер рвет богом, напоминающим эмбрион человека. Она пытается уничтожить бога, однако Клаудия проглатывает его, становясь новой богоматерью. Главу секты хватает Валтил и таскивает в дыру, и Хизер следует за ней. Внизу Хизер обнаруживает, что Клаудия мертва, а около нее находится рожденный бог. Главная героиня сражается с ним и в конце концов убивает. После битвы Хизер, расплакавшись, садится на пол, вспоминая своего умершего отца. Уже собравшись уйти, она оборачивается. И геймплей такой же, только бы играя за женщину. Ну, думаю, вам это видео понравилось. Подпишитесь, поставьте лайк. И напоследок, представьте Silent Hill в Мухосранске.